современное искусство, в которое я сама втянута всеми фибрами, это, на мой взгляд, это самое серьезное занятие на свете. Несмотря на то, что многие плюются и считают, что это какая-то ерунда после реализма. Да, я очень сочувствую этим людям, потому что, как ни странно, многие люди вообще закрыты навсегда. Сейчас человечество, художники, занимается исключительно внутренним делом. То есть субъективность свою открывает и рассматривает ее в связи с реальностью, которую они интуитивно ощущают как свою данность. Вот такой период наступил, в отличие от предыдущего времени, во времена, когда классическая физика главенствовала. Сегодня квантовая реальность, и поэтому возможны отношения в пространстве и времени. И эти отношения на разных уровнях. Во-первых, я показала, как открывается дверь в многомерность, в многомерное пространство. Говорят, что истина идет на голубиных лапках, и вот можно пройти мимо этого. Но вот я не прошла мимо своей вот самой первой точки отсчета. Это был 1961 год. Во время занятий с дочкой аппликации. И вдруг я помню, как я отвлеклась в какую-то секунду от Иры. Я забыла даже, что она передо мной сидит. Я вдруг начала понимать, что на этом белоснежном я хочу срочно что-то оставить, какой-то след. Но для этого я стала вырезать маленькие кусочки черной и красной бумаги ножницами и клеить, не зная, что это будет. И я была ошеломлена. И потом, когда я отошла и показала вечером мужу, художнику, он удивился, сказал: «Бела, а как это вообще случается?» И я говорю: «Вов, сама не знаю, вот это было вот так, нечаянно». И он мне очень похвалил меня, спасибо ему в 1000-й раз. Если бы не он, я бы, может быть, не стала. Я бы могла пройти мимо, но эта точка развернула невероятное количество структур. И эти структуры разворачиваются на протяжении целого моего жизненного цикла. То есть это первая точка связи с реальностью. Вот старое и новое связывает любовь. И старые люди творили по любви, конечно, и новые люди по любви. Но разница в том, что сегодня самый главный момент – встреча с временем. То есть старое искусство, можно было писать работу десятилетиями, год целый, месяц, а сейчас моментальная встреча во временной точке сейчас. Как ты готов встретить время? Как ты готов соединиться с этим полем, которое на тебя, оно с тебя считывает информацию, то, что ты несешь, и тебе же дает в виде резонанса посылает тебе резонансную встречу. И ты, отвечая на нее, резонируя, создаешь эту гармонию себя и реальности. На меня никто, конечно, не влиял. Нет, я сама по себе, я была... Понимаете, вот в чем моя радость? Что я в этой жизни верю себе. Почему? Я не собираюсь... Нет у меня обмана, я не хочу обманывать. Я хочу, вот как задуманный я, как человек, прожить, как я понимаю себя. И мне не надо ни ухищрений каких-то особенных, мне ничего. Вот я чувствую, так надо. Без всякого обмана, не дай бог. Вот прокладываю себе дорогу сама, и никто не вправе меня поправить любой. Я, кстати, слушаю любого.
И радую очень, когда мне делают замечания, потому что, ну, это счастье, когда тебе по делу говорят что-то. Вот мой муж, кстати, он меня понимал и очень много мне советовал по поводу масляных красок. Я же не понимала, я же не училась ничему этому. Я стихийно размешивала краски сама. И он мне говорил: Белочка, а если вот так, то будет так. Я говорю: слушай, как здорово, да я бы в жизни не догадалась до этого. То есть тоже благодарю его сейчас, потому что он мне сам принес краски, когда понадобилось. Принес холсты и говорит: тебе уже пора. А я говорю: Вов, нет. Он говорит: нет, уже пора. Знаете что, вообще меня вся жизнь захватывает. Я никогда не говорю себе: так, я завтра работаю, как обычно, идут на работу. Нет, у меня такого нет. Я живу, общаюсь, гуляю с собакой, пишу, я записи очень много делаю. И вдруг я слышу: мне надо работать. Зов. Все ученые, философы, музыканты, певцы и художники, они приходят в свое время и несут новую связь, они наиболее чуткие, чувствительные, они чувствуют смещение вибраций планетарных, а от этого смещается все у нас. То есть пространство, время, это все в движении, и все это разбираются только эти люди, в этом разбираются. Вот. Значит, и так резонансная связь. И дальше мой муж все время говорил: Белочка, а когда ж ты знаешь, что ты завершила работу? Когда я актуализирую свое понимание единства. Это такое тонкое, тайное дело, искусство во все времена, конечно, и сегодня тоже, а сегодня особенно. Это тайна сознания. Мир работает естественнее. Вот я смотрю работы западных людей, Востока, китайцев, все смотрю, и думаю, они нормальные. Вот он не лукавит, вот он какой есть, вот такой он и есть. Очень путает всех наш российских художников интеллект, вот этот безумный, развитый у некоторых людей уже более такого возраста, старшего, развитый интеллект, переразвитый. То есть это начитанность такого рода, что там уже свои собственные мысли и видения ноль. Там ничего нет. В одном из периодов творческой жизни я вдруг начала ощущать далекие пространства и изменения, которые в них потом только обнаруживаются. Там, например, разлив нефти или, например, как Северная Корея испытывала атомную бомбу. И все это до меня доходило, несмотря на то, что я живу далеко так от всех пространств. Значит, получилось, что я завязала настоящую связь свободную со всем пространством. Так как у нас общение даже с дочерью на уровне пространства. То есть это пространственные какие-то тонкие такие взаимодействия каких-то частиц родных. И мы получаем ответ реальный. И вот почему-то эта работа однажды выскочила из-под моих рук, потому что вот эти реальные такие ненаблюдаемые взаимодействия, они реальные по жизни. Я считаю, что семья – горнило, которое выковывает по-настоящему человека. Если человек, просто не глупый, то, во-первых, открываются качества мужские и женские в лице папы и мамы. Это, между прочим, у художника он должен отыскать элементы мужского и женского обязательно в пространстве. И только тогда творение получает, некоторое завершение и идет дальше. А если только женское присутствует, вот что я вижу в работе, или мужские качества, никуда ничего не идет, не рожает ничего. Все на уровне рождения двух клеток полярных, понимаете? Вот там также в работе.
даже если семья не очень дружная и тяжело живется в семье, то есть очень много вопросов можно, если человек не глупый, то огромные выводы человек делает, даже если не очень счастливо он живет. Очень больная была жизнь в семье, вот папа больной очень, и маме очень трудно, у нее не было специальности, очень трудно добывались деньги. Меня не кормили никакими конфетами, тортами, пирожными, не было ничего. Игрушек у меня только одна, да я ее и разбила. Одна была, одна игрушка была. Не было кукол ни одной, красивые такие там куклы у людей. Мы сами их рисовать стали. Я начала рисовать сама большие куклы в бальных платьях и наряжать в изумительные платья. Такое у меня было детство, очень босоногое, очень такое, ну, голодное. Но я хочу сказать, из такого можно выйти по-нормальному, смотреть на людей и не говорить, что «О, какие они там растаки». Нет, а видеть хорошее вначале. И я научилась видеть людей нормальных и фальшивых. Понимаете, вот это общество, оно помогает жить. Люди в стадах раньше жили, стадом. Легче же добывать все. И сейчас еще это осталось. Но только уникальный человек может в тиши, в очень тишине большой. Почему? Огромная устремленность должна быть. Все фибры души, духа, тела, если все это должно работать и в одну точку бить. Надо просто непосредственно смотреть, вот как не придумывать, что это такое, не ставить вопросов. Ой, похоже на зайчика. Или там на собачку. Смотри, я увидел собачку. Так бывает, я вот слышу так, когда вот раньше я была, слышала. Ой, а тут что? Надо смотреть непосредственно в начале, это первый этап. Смотришь, как на тебя действует все содержимое вот этой данной картины. Цвета, линии. Они тебя привлекают. Вот ты должен отдать такой отчет. Они тебе милы, они чужды тебе, или они тебя притягивают. Если они притягивают, попробуй рассмотри те части картины, которые тебе нравятся больше. Отойди, посмотри на другие части. И вот если ты рассмотришь, потом соедини зрительно в это целое снова. И сам интерпретируй картину. Значит, от чего зависит восприятие картины? От уровня интерпретации. А что такое интерпретация? Это уровень вашей внутренней сложной жизни. Надо быть очень подготовленным человеком, много очень разбираться в человеке, прежде всего в себе. То есть простые вопросы, если они вас не выводят к содержанию новому, значит, вы так на этом мелком уровне поверхностном и будете смотреть любую работу. А не потому, что работа плохая. Она может быть очень хорошей. Вот и все. А не потому, что она вам непонятна. Это немножко вы еще не накачали себе знаний внутренних. И надо развиться дальше. Больше никаким образом. Больше ничего. А покупать человек должен только ориентируясь на собственный вкус. Он может ошибиться, но потом он знает, кому эту работу можно предложить. Но сначала я выбираю работу, я коллекционер, я иду, смотрю и думаю, вот, да, пускай она глупая, эта работа, но я ее беру, я за нее плачу. Потом я начинаю думать об искусстве еще глубже, смотреть еще больше. Приходит период, и ты разочаровываешься в этой работе. И ничего страшного, зато вы вышли на следующий уровень. И вы уже идете, работу покупаете другую. Значит, только культура, общее развитие может вас привести к этой цели. Если нет культуры, значит, надо на свой нормальный вкус ориентироваться, и больше никак. Только так, да. Вот я так думаю. Я так покупала бы.